Всем привет, с вами Александр Алентьев, канал у Шурика, ремонт. Имеется автомобиль УАЗ-2107, пробег небольшой, там 36-37 тысяч всего. Там по регламенту сказано, то, что надо протягивать головку блока, крышку клапанов. Сейчас покажу, там в книжке все написано. Так, вот талон номер 2. Так, смотрим, второй талон. Так, это у нас первый, вот второй, регламентные работы. Получается пункт 2.1. Потянуть крепление головки блоки и корпус подшипников распределительного вала. И вот 2.4 отрегулировать натяжение цепи, привода распределительного вала, зазоры в газораспределительном механизме. То есть это у нас получается, надо зазоры клапанов смотреть. Так, в общем, сейчас начну потихонечку разбирать. Надо за сегодня мне снять крышку. Для этого нам придется отсоединить вот этот кожух, воздуховод, вот эти вот шланчики, все надо отсоединить. Вот эти открутить, топливные шланчики. Вот этот фильтр тоже надо будет отсоединить. Так, ну вот эти вот шланги все отсоединю и буду уже снимать крышку клапанов. Так что пока на этом все. Вот выкрутил уже вот этот муфту, вот так вот полностью я ее не откручиваю. Выкрутил вот это, снял. Вот такой воздуховод снял. Бензиновые патрубки снял. Отсоединил, открутил отсюда фильтр топливный. Сейчас буду уже выкручивать вот эти гайки. Сейчас выкручу и будем уже дальше смотреть. Так, ну вот я уже все открутил, все эти выкрутил. Можно доставать потихонечку. Так, ладно, сейчас достану и посмотрим, что там. Так, снял крышечку. Надо вот эти вот болты, гайки, то есть вот эти вот протянуть. И вот эти вот, которые вот здесь находятся. Вот эти все надо протягивать. Цепь натянута очень даже хорошо. Так, в общем, решил я пока ничего не протягивать. Головку блока протягивать не буду. Крышку клапанов тоже пока не буду протягивать. Пройдусь по клапанам и только поменяю прокладку вот эту. Пройдусь по клапанам и все. Как бы решил так. Так, звездочку. Там метку навел по центру. Вот она здесь находится. При этой метке, значит, будем регулировать. По таблице смотрим. 8 и 6 клапан. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 6. И вот этот клапан. Потом проворачиваем через определенное количество зубьев. Получается, вот у нас метка здесь, потом идет вот здесь вот, потом внизу и потом сбоку. 4 метки вот так вот. Там можно читать по зубьям. Потом вот сейчас вам скину фотографию. Количество зубьев можно читать. Посмотрите фотку со звездочкой. По ней, получается, вот регулируем. Потом прокручиваем на второй оборот. Получается там 90 градусов. Вот это вот звездочка 90 градусов. А коленовал, получается, на 180 градусов проворачивается. И регулируем 4, 7. То есть получается вот этот 4, 5, 6 и 7. Потом опять проворачиваем еще на 90 градусов. А коленовал на 360 получается проворачивается. Первый, третий. Первый и вот этот третий. И потом еще проворачиваем коленовал на 540. И пятый, второй, пятый. Так, вот второй получается, а вот пятый. Можно еще таким способом регулировать. Вот сейчас у меня получается на метке уже стоит. Вот на этом верхнем вале бабышки все в сторону отведены. Поэтому можно сейчас смотреть, вот мерить. Вот этот получается 8, смотреть 7, 6 и 4. Я могу посмотреть сейчас сразу, получается. По новым методам вот этим. То есть проверяем. 8 туго заходит. То есть оп. То есть уперся и зашел потом. Здесь нормально.
Впускной это выпускной. Вот здесь еще тоже получается вообще тяжко. Здесь можно ослабить. Зашел, ну это с натягом прямо. Потом можно вот этот сразу же мерить. Здесь более-менее нормально. Хорошо даже. И получается первый, второй, третий, 4 и 5. Здесь нормально. Отрегулирован хорошо. На, вот этот будет посмотреть, ослабить, возможно, его надо будет. Очень тугой. Туговато. Потом проворачиваем, получается, эту точку в самый низ. И измеряем также, получается, первый, второй, третий, 5. То есть в 2 этапа. Не в 4, как обычно, а в 2 этапа. Я, наверное, 2 круга сделаю, пройдусь с регулировкой. По обычному методу, вот этим шипом. И по второму методу, это когда в 2 этапа. С первого этапа по первому этапу пройду и по второму этапу проверю. Так, 8 и 6. Так, первый, второй, третий, 4, 5, 6. Ну, отлично. И 8. Все хорошо. Проверну сейчас коленовал на 90 градусов. Не на 90, коленовал на 180, а вот эта звездочка на 90 градусов провернется. Количество зубьев там отсчитаете и все. Ну, я посчитаю сейчас. Там у меня метки, по-моему, стоят уже. Как-то я уже смотрел. Она. Все. Сейчас проверну. И будем проверять 4-й, 7 клапан. Кстати, проворачивать буду я колесом. Задомкратил машину. Поставил 4-ю передачу. Вот здесь на колесе сделал меточки. Вот такие крест. Чтобы примерно попасть можно было. Сейчас буду проворачивать на 90 градусов колесо. Вот, то есть вот эту метку я подведу вот сюда. И будем регулировать уже какой там 4-й, 7. Да, 4-й, 7 клапан смотреть, проверять. 7 клапан мне что-то не нравится, надо проверить, как он. Что-то перетянут, по-моему. Ну все, сейчас проверну и будем проверять 4-й, 7 клапан. Вот эта точка вот у нас, которая вот здесь метка идет, она находится вот прямо между зубьями звезды. Снизу звезды то же самое получается, она будет между зубьев. А которые боковые, вот эти вот метки, они идут на зуб уже точно. Тут между зубьев, сверху и снизу, а тут уже идет на зуб, получается метка. Можно это отсчитать там. Так, ну в общем провернул я верхнюю звездочку на 90 градусов. Коленовал провернулся на 180 градусов. Проверяем 4-й и 7 клапан. Получается 1, 2, 3, 4. Четвертый нормально. 7 туговатенький. Хотя в принципе нормально. 4 нормально. 7 возможно можно немного ослабить. Ну в принципе нормально. Проворачиваю дальше. еще плюс 990 градусов. Коленовал на 360 градусов провернется. Проворачиваю. Кстати, вот стал проверять клапана, когда двигатель полностью остыл. То есть я вчера еще только машину поставил, ночью она у меня стояла. И вот я стал проверять уже клапана. Потому что температура сейчас равномерная. И это летом я сейчас делаю. Потому что плюсовая температура. При плюсовой температуре желательно регулировать. Такие вот дела. Так, сделал третий оборот. Провернул
еще плюс 90 градусов верхнюю звезду. А коленовал на 360 градусов провернулся. Вот. Между зубьев. Вот тут зуб и тут зуб. Внизу у нас с противоположной стороны звездочки главная метка первая была, она находится внизу. В третий раз провернули. Проверяем клапана. Получается первый и третий. Первый вот этот. Что он такой зажатый? Ох, нифига себе. О, нифига себе. Ой, нифига он зажатый. Надо ослаблять. Первый, третий. Третий, что у нас? Третий нормальный. Ну-ка еще раз, что такое с первым-то, блин? Что неохота мне крутить. Давай, вставляйся. Ни в какую просто не лезет. Ослаблять надо его однозначно. Вообще кошмар. О! Не хочет. Сейчас буду ослаблять. Еще нам понадобится ключ на 17 и на 13. Сейчас будем регулировать клапан первый. При таком положении сейчас звездочки, получается, можно регулировать по второму этапу. Не потому, как вот здесь нарисовано, а по второму, по-другому. То есть можно сейчас проверить сразу вот этот первый, второй, третий клапан. Четвертый пропускаем и пятый. То есть там сейчас, получается, на вале бабушки в сторону смотрят все. Получается, можно регулировать сейчас вот раз, два, три, 5. Вот этот будем регулировать. Здесь нормалек. Второй клапан. Третий клапан. Нормалек. Слегка даже слабоват. Этот не надо, пропускаем. И вот этот вот очень слабо. Пятый клапан надо будет еще посмотреть. Что-то он слабовато почему-то. Сейчас первый нам надо подрегулировать. Что-то с ним не так. Будем регулировать. Так. Берем ключ на 17 и на 13 и расконтрагаиваем. Ключ на 17 получается. Сюда. Ключ на 13 вот сюда. Этот получается вот сюда крутим, а тот туда. И этим мы ослабим, получается. Так, это надо убрать, чтобы не мешалось. Ну, приступаем. Так, в общем, первый клапан расконтрагаил. То есть ключом на 17 вращаем вот в эту сторону, ключом на 13 в эту. И они расконтрагаиваются. И потом начинаем регулировать. Законтрагаять уже наоборот. Этот сюда, а этот туда. На 13, на 17 сюда закручиваем, на 13 туда закручиваем. И они контрагаются. Так, сейчас проворачиваем, получается, на последний оборот завершающий. Еще плюс 90 градусов к верхней звездочке. Коленовал у нас, получается, проворачивается на 540 полностью. И будем регулировать пятый и второй. Приступлю сейчас к повороту. Так, завершающий оборот провернул 540 градусов в коленовал. Распределительный вал плюс 90 градусов. Что у нас там по клапанам получается? Пятый и второй клапан. Пятый, второй. Вот пятый у меня под сомнением был. Второй смотрим. Так, второй. Более-менее. А пятый зажат. Надо ослабить. Ослабляем. Пятый. Ослабляем. Зажатый.
О, свободный. О, нормалек. Нормалек. Вроде нормально. Фу. Так, все, сейчас еще, наверное, один круг пройдусь по новой и буду собирать. Так, вернул на главную метку. Еще по второму разу сейчас проверю клапана. Так, 0 градусов. 8, 6, 8. 8 нормальный. 1, 2, 3, 4, 5, 6 нормальный. Можно еще получается. Получается, можно сразу посмотреть. 8, 7. 7 что-то как-то, блин, подозрение у него. Еще надо вот ослабить, что ли, маломальски. Что-то все-таки тугой. 7. Ну, сейчас смотрим по нулевой метке. 8, 6 клапан. Они нормальные. Вращаем сейчас коленвал на 180 градусов. 4, 7 еще проверим. Проворачиваю. Так, смотрим. Да, я там провернул. Еще чуть-чуть. Надо попасть на зуб. Вот, на этот центральный. Еще слегка. Слегка еще. Так. Ну-ка. Вот сейчас попал. Сейчас промаркирую заодно, чтобы в следующий раз сразу видно было, что куда попадать. Ой, что-то так нормально нарисовал. 4, 7. 4. Нормалек. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7. Так, вот у меня вот на это подозрение было, то, что он жестко шел. Так-то вот сейчас нормально вот. Как бы это, ну, чувствуется с натягом, да? Ну, нормально вроде. Не буду его трогать. Нормально. Проворачиваю на 90 градусов. Распределительный вал еще плюсом. Коленовал на 360. Так, размельчу. Вот так вот. Проверяем. Провернули еще плюсом 90. Распредвал. Так. Коленовал 360 получился оборот. 1, 3. Но можно еще 1, 2, 3 и 5. Нормалек. 1. Можно 2 посмотреть. 1, какой там 1 и 3. 3. 3 как бы легко заходит. 3 и 5 можно сразу. 5 вообще пролетает.
когда вот регулировал первый раз, пятый, второй-то, клапана, пятый ослабил. Здесь типа его тоже можно регулировать сейчас на второй, когда уже это второй, третий, пятый, что-то вообще. А когда я его повернул, как положено по этой схеме, там он был зажат. Я его ослабил слегка. Сейчас проверну вот на следующий оборот. Он нормально будет. Ну, сейчас посмотрим, что на 4-й оборот проворачиваю. И проверим. Так, смотрим отметку. Ничего не видно. Короче, надо фонарик достать. Так, достал фонарик. Сейчас будем смотреть. Сейчас мы ее нарисуем еще разок. Вот так вот. Сейчас будет видно ее 100%. Ну, давайте сейчас 5-й клапан-то уж все-таки посмотрим. Так, 2-й и 5-й. 2-й. Как бы это зажимается слабовато, но это 5-й. Вот 5-й вот нормально. Сейчас. Почему там так, блин? Вот так и оставим, наверное. Да все, в принципе. Собирать буду обратно. Больше делать ничего не буду. Ну, я сейчас соберу крышечку. Все на место поставлю. А может быть не сейчас даже. Не знаю, сейчас, наверное, домой пойду отдыхать. Завтра уже еще, наверное, может быть, пройдусь, посмотрим. Не знаю, может, соберу уже. Вот. Такие дела. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Лайки поставьте. Комментарии оставьте. До новых встреч. Пока. Продолжение следует. Так что еще на этом не заканчиваю. Буду еще снимать. Дальше что-то надо будет делать еще. Что делать, буду снимать на камеру. Так, вот поменял прокладку, новую поставил. Сейчас крышку буду устанавливать. Там протру сейчас все снизу. И устанавливать буду. Так, поставил крышку. Сейчас все осталось прикрутить. Кстати, я сейчас покажу еще один лайфхак. Как я вот эти вот все выкручивал гайки, как я их оттуда доставал. Вытаскивал я их вот этим вот магнитом. То есть я вот так прислонял их сюда, чпок, и сюда оттягивал, и ничего не терял. Очень удобно. Все, закручивать начинаю гайки. Так, крышку клапанов все протянул, но еще не совсем туго затянул, как бы. Так, в меру. Еще потом, наверное, протяну попозже. Посмотрим. Еще хочу поменять резиновые вот эти вот уплотнительные кольца. Поменять. Вот одно уже снял. Так. Вот у меня получается справа новенькая, слева старая. Сейчас их поменяю. Все буду потихоньку устанавливать. Так что вот такие дела. Так, заводим. Надеюсь, все нормально. С Богом. Так, вот работает.